Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». Сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. Ранг у него, если что, король 2 в текущем сезоне, а какой был в предыдущем сезоне, я на самом деле и не знаю. Его в комментариях прозвали богатым человеком, потому что у него куча классных внешек, и вот это вот у него шахматная доска, это на самом деле такая имбовая шахматная доска. Она, если что, меняет свой стиль в зависимости от винстрика, либо же лутстрика. Это такая классная шахматная доска, не знаю, она мне больше всего нравится. Ее разработчики ее проделали, ну, проделали. Короче, они... А что, правильно, по-моему, сказал. Проделали довольно-таки хорошую работу над этой доской. Тё, чё я лахался с этого? Я-то думал, я неправильно сейчас сформирую... Короче, в любом случае заговорился. Думал, что неправильно сформулирую фразу, но по итогу правильно все равно сформулировал эту фразу. Ну ладно. Чем у нас сегодня таким вот удивит, интересненько. Классный такой стиль у Нина Фуриона, боже, кайф. Кайфули, просто кайфули. И анимация. Кстати, я вот писали там в комментариях о том, что у него анимированная аватарка. Я как-то на это сначала не обращал внимания, а потом вот смотрю, в действительности, анимированная аватарка, она же там, ну, ничего себе, как бы уровень боевого пропуска требует, чтобы получить такую аватарочку-то. Ну ладно, ребят, перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, то хочу сказать следующее. Если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закреплено сообщение, в котором есть ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале. Соблюдайте все условия, скидывайте мне, соответственно, ваши ролики, я его начинаю комментировать. Только напишите, если там сложно читается ник, то напишите, естественно, как он читается и какой у вас был ранг в предыдущем сезоне и в этом. Все, ребят, работаем, работаем. А также не забудьте поставить сейчас свой лайк, потому что мне он необходим для продвижения в тренды и рекомендации. А, соответственно, мне тоже будет очень приятно от лайка. Так что все, ребята, работаем, работаем. И кто не подписан, подписываемся, потому что цель у меня 100 тысяч подписчиков. Естественно, и до ляма дойдем. Все такие сразу такие, так, подожди, ну только ж недавно было 5 тысяч. Ну все, передумал, ребят. Передумал, будет, соответственно, 100 тысяч. А там и лям недалеко. Так, не, ну блин, ну реально у него внешки вообще сочные. Как он написал в телеграм-канале, то, что он играет тупо ради внешек. Ему очень нравятся эти внешки, он кайфует от этого. Так что можно сказать, что он в действительности кайфует, потому что реально у него внешки прям добротные есть. Очень добротные. Не знаю, что здесь будет за каточка, естественно, поэтому буду проживать эмоции вместе с вами. Мне уж очень интересно, что здесь будет такого интересненького. Первое, что здесь вижу, это есть Свен в этой катке. И по идее, что? Боже, как красиво эльфы у него стакаются. Вот за эту анимацию можно было бы прям поставить дикий лайк. Когда эльфы покупаешь, они типа с друг другом синергируют. Вот смотрите, опа, баф эльфов сверху. Прикольная тема, очень прикольная тема. Вот. Первое, что здесь вижу, это маги, скорее всего, будут. Но также я здесь вижу есть Свен, поэтому не исключено, что кто-то будет играть на демонах. Может, даже он будет играть на демонах, а может, он будет играть на магах. По шмоткам у него, на самом деле, дикий шлак. Единственное, ну как дикий шлак? Вот эта вот гномья брошка, она, ну, как бы хороша, но не совсем. Он сейчас как бы стоит на лустрике, если ему придет снайпер, то он будет думать, наверное, брать полных охотников, либо не брать полных охотников. Ну, посмотрим. Чел там на Тойоте играет тоже через жрецов и через панду. Вот этот вот момент нужно контролировать. Он постоянно, видите, смотрит сейчас. Или он просто чекает персонажей. Ну, короче, неважно. Если кто-то играет на лустрике, нужно этот момент как бы прочекивать. Потому что, ну, не хотелось бы, чтобы челик на жрецах вас переиграл, и вы потеряли свой лустрик. Потому что лустрик — это ваши деньги. И вы ставите все на эти деньги сейчас. Как бы. Как бы. Ну. Что ж. Ну что ж. Так, выходит в денежки. Хорошо. Он решил полностью в инкам упороться. Ну, в принципе, это не ошибка. Это нормалек. Луна у него на мотоцикле вообще. На самом деле, вы посмотрите, какой у него огромный шахматист. Чего он такой здоровый? Он что там, на стероидах сидит или что? Чего такой огромный шахматист? Луну купил. Окей. Ну чего такой огромный? Кстати, знаете что? Если у меня сейчас придет два волшебника, Рубик и морская волшебница, то, соответственно, он может поставить фулл эльфов на мобах и спокойно переживать даже мобов. Но это если придет. А может не прийти. Ну, посмотрим. На самом деле, игра через лустрик, особенно грамотный лустрик, очень даже приятно. Это даже очень круто, я бы сказал бы.
быстро уходишь в деньги, все такое. Единственный минус это то, что ты можешь проиграть. 2 цветки ему со старта пришло. Неплохо. Боже, волк реально на бомжа какого-то похож. Ну, посмотрите, какая там внешка у него. Омника купил. Интересно. Омник тоже красивый. Ой, это Омник. Это не Омник, это этот. Как его? Легионка, насколько я правильно понимаю. Это легионочка так выглядит. Че там? Ну, там столы такие пока что, не совсем серьезные. На самом деле, здесь, если бы ему чуть-чуть... Хотя, может быть, и ничего. Короче, в принципе, он мог спокойно хороший старт себе сделать. Так, но здесь он, скорее всего, переиграет этого чувака, потому что они бьют конкретно вот этого тролля все вместе, и у него тычки раньше прилетают в этого тролля. Соответственно, он на секундочку раньше заюзал. Или это будет вечная баталия сейчас. Короче, там на полсекундочки тычка раньше прилетает в этого тролля. Ага, ничья. Вот это батл, вот это бойня. Ребята, ставим станки. Да что ж такое? Чё у меня сегодня такая поплава? Ставим свои ставки. Итак, в левом углу стоит красивая внешечка, дорогая, судя по всему. Опа! А в правом углу стоит дефолтная внешка. И если вы ставили ставку на какую-то из жриц, то я хочу вас огорчить, потому что ничья. Да, этот момент, кстати, он не прочекал. А если бы прочекал, то он, соответственно, мог бы это переиграть. Но, как говорится, мог да не смог, поэтому... Окей, кстати, собаку может купить, взять уровень, поставить уже себе дубликаты. Вот серьезно, он мог бы поставить светы, поставил бы 2 собак и еще омника сверху. Ну, как бы мог. А может, просто взял бы собаку на мобов. На самом деле, я бы на его месте так и сделал. Сейчас в скором времени будут мобы. Чувака, только омник уже 2 звезды, понял, принял. Так вот. Я бы на его месте взял бы собаку, потому что дубли это имба. Он на дубликатах может там жить нереально. Типа... Ну ладно. Больно-то и хотелось. Больно-то и хотелось. На самом деле, вот этот челик, который играл второй на жрецах, он мог спокойно же его переиграть. Обидно, что, конечно, он не взял этого волка, потому что он мог реально сыграть через дубликаты на 10 раунде. И чувствовать себя припеваючи. Ну ладно, не взял так не взял. Чего, кстати, не взял, я так и не понял. Я надеюсь, он в комментариях напишет, почему он взял именно так. Почему не взял собаку. Не захотел. Но он же бедный, надо брать его. Типа, вы видели, как он выглядит? Извините, я не могу сдержаться, чтобы не полахать с таких внешек. Вот, не знаю, как у этих разработчиков получается делать так, что есть некоторые внешки прям, ну, просто срыв башки, а есть некоторые внешки, которые, ну его в баню, а. Да, кстати, это легионка, судя по всему. Судя по всему, это легионка. Надо ставить 2 цвет, надо ставить 2 регионок. А, ну он уровень взял. Но по идее он может вытащить этот раунд, причем спокойно. У него цветки есть, которые могут, извините меня, нормально так прыгнуть на лицо. Так, присесть. И взял баф людей поставил. Ну, тоже, в принципе, окей. Что ему еще за реликвию пойдет, тоже очень важно. Бэм, бэм, бэм. Хорош. Ну, в принципе, да, он и так справился, окей. Хорошо пришло. Отлично пришло. Интересно, он останется и так дальше, или как-то... Мистический фрукт, но это все как бы, ну, в принципе... Продал баф людей. Цветок не продает, не хочет. Так. Дальше на устрике сидит, дальше в деньги вышел.
Не понимаю пока что реально, через что он хочет сыграть. Он то ли через охотников хочет сыграть, то ли что. Аптечка ему пришла, отлично. На самом деле аптечка это вообще шикарно. Он сейчас может столько бабла получить, но я бы на его месте не знаю. Ой, бабла, опыта. Орк-жрец. Ну, блин, как по мне, надо было баф людей оставлять. Типа пару раундов попал бы без баф людей, потом бы поставил баф людей, еще бы получал по 2 опыта за каждый раунд. Все равно же сидишь через лустрик. Да, там есть вот этот вот человек Тойота. Там надо быть, ну, так знаете, внимательным, потому что чел может вот так вот сейчас сделать. Оставил панду. Но надо внимательно следить за ним, чтобы вдруг чего убрать жрецов. Потому что сейчас может прийти реально этот жрец. Но он его не чекает как-то. Не хочет переигрывать, типа ему плевать. Ну окей. Интересно, сколько хп баночки восстановит ему? Если что, ребята, я назову, сколько у него будет хп перед тем, как он будет юзать. И в комментариях посчитайте. 7 винстрик у молодого. Не скажу, что там он овер сильный, но сильный. Ну походу даже я знаю, через что он будет играть. Походу я знаю, через что он будет играть. Только почему тогда бруду не взял, вот это непонятно мне. 69 хп у него. 75. Нормально так он баночками восстановил себе хп. Было 69, осталось 90. Нормалечек. Нормалечек. Тут будут охотники через мантию. Через мантию короля. Судя по тому, что он покупает, то тут будут охотники через мантию короля. Только вот мне реально непонятно, почему он не берет бруду. Взял Хускара, но непонятно, почему не берет бруду. Кстати, чел на лустрике здесь пришел тоже. Но он его подушил немножко. Даже не переигрывал. Там чел остался с пандой до конца. Хотя, на самом деле, шанс того, чтобы пришел именно он, такой, знаете, небольшой. Так как там галочки уже поспадали со всех. И не факт, чтобы пришел конкретно он к нему. Ну, что ж. Идем дальше в уровень. Будет через мантию играть. Только вот если ему поздно придет мантия, это будет поплава. Кстати, в Мартретке тоже прикольная внешка. Жрецы. Три человека сейчас играют на жрецах. Это жестко. Это реально жестко. Ему надо как-то их переигрывать. Потому что потерять лустрик как бы не хочется. Это слишком много денег ты потеряешь. Какие внешки прикольные, обалдеть. Кайфули. Один кайф смотреть за такими внешками, серьезно. Не знаю, в какой-то момент разработчики поняли, что надо делать адекватные внешки. Вот они делают адекватные внешки. Ага, хорошо. Так, убери двух жрецов. И второго жреца убирай. Или ты баф троллей хочешь составить? Ну, судя по всему, хочет баф троллей оставить. Окей. Да в Хускара закидывай. Да надо было в Хускара закинуть. Сейчас. Повезло, что они вокруг снайпера не прыгнули. Мне что-то было мне что-то показалось, что они сейчас на снайпера как-то прыгнут и все, и схавают этого молодого. Цветки идеально, если что, прыгнули только что. Стильно Хускара тоже бомбический. Ставлю лайк. А что это за помповая пушка у Мирана? Так, еще одна Мирана пришла. Не, подожди. Ну да. Ну нет. Это Мирана и была. Я чуть думал, что это еще одна Мирана пришла. Как мне нравится, когда шахматист бегает. То Мартретка пришла. Да, тут походу будут реально через мантию короля играть. А ну-ка, пишите в комментариях, как вам то, что бегает
Шахматист. Меня на самом деле бесит. Особенно у него такой огромный шахматист. Он типа прикольно красивый, но он занимает пол стола, и ты тупо не видишь, что у него там в правом нижнем углу экрана. Ну какой-то реально огромный. Так, ну понял, охотников собирают. Все, ну все, я понял. Раскусил его билд. Здесь будет 100% мантия короля, мартретка. Все то, что доктор прописал. Рискует, смотрите. Рискнет. Уверен, рискнет. Ну давай. Ай-яй-яй. Найс. Считай идеальный предмет для мартретки. Надо брать. Да, это жестко. Тут тоже непонятно. Тут чел играет через гритеров, полужрецов, что-то такое. Так, есть охотнички. Почему не берешь бруду? Паучиху почему не берешь? Почему ты ее скипаешь? Это же хороший персонаж, который может таргетные миссы накинуть, причем жесткие. Кстати, он почти 10 уровень. Почти 10 уровень, и по хпшке у него все окей. Возьмет 10, там поставит все как надо, но я думаю, он будет ролить этот предмет все равно. Какой... Боже, я не могу на это насмотреться. Вы посмотрите, как он реально огромный. Он на всю карту. Ладно. Как минимум ее какую? 10-ю часть занимает. Кстати, хочу отметить то, что ему реально баночки нормально так хп приносят. Сколько раз он их юзает, у него нормальное количество хп. Если что, у него сейчас 59 хп. И баночки все это время он юзает. У него очень много хп осталось до сих пор. 2 эльфийские волшебницы ставят. Да давай этот рефрешер в жрицу света и все. Я так понимаю, там с хаотичным договором играют, у которого винстрик. На охотниках. Нормально. Маги здесь собираются. Вот маг хорош. Я так понимаю, у него в этого мага никто не верит, а там сейчас маг в скором времени такой огромный вырастет. И будет весело. Так. В этот раз мало восстановила хп. Так, 9 уровень взял. И все. А теперь выставляет свой стол. Двойным кликом он это делает. Так, и трентуху ставит. Отлично. 60% уклонения поставил себе. Все как надо. Сейчас будет мантию еще раз пробовать найти, да? Или не будет, интересно. Медузка, отлично. Вместо Траксы. Баф морских получил. Наверное, да. Я так и думал, что на 9 уровне, скорее всего, будет ролиться. Миранка пойдет. Миранка пойдет. Кстати, он может предмет рефрешер откинуть Медузе. Будет неплохо. Мирана пришла. А, Мирана и была. Тьфу. Думаю, Мирана. О, хаотич... Только хотел о нем сказать. Вот бы ему хаотичный договор, и вот тут ему в реликвиях хаотичный договор. Я как-то не особо внимательно смотрел. Так что, если что, извини. О, да. Да. Берем. Интересно, может он покажет нам в этой каточке, как играть на Свене через мантию, а? По идее, можно было бы. Так вот, можно было бы рефрешер отдать Медузе. Она бы кастовала свою ульту 2 раза. Было бы круто.
Блин, Мирана похожа, если что, на Джинкс из Лиги Легенд. Из сериала, который только в других цветах немного. Реально похоже. Получается, здесь не будут? Или будут? Судя по всему, он хочет сыграть через демонов. Пробовать. По крайней мере, это то, что вижу я сейчас. Но хп у него, конечно, маловато. Может не успеть. Но если сейчас он на скилле найдет себе Свенов 2 звезды, то там будет развал. Ну, посмотрим. Сейчас на его скиллуху. Проверим скилл. Купил инчу, трента не апнул, понял. Вы это видите? Ну, мне одному это кажется, то, что ему сейчас за несколько роллов пришло 2 Свена. Может, сейчас ты еще и в тройку соберешь? Антимаг, окей. Продавай трента вместо него антимага ставь. Да. Не дай бог, он сейчас найдет себе Свенов 2 звезды. Просто так вот, на одном дыхании. Так, эсэфчик есть, отлично. Боже, какие у него классные внешки. Реально, очень дорого выглядят эти внешки. Очень. Красота. 2 Свенчика чисто такой. Сейчас либо яйцо ему придет, либо он просто Свена найдет 2 звезды. Так, окей, морская волшебница есть, можно убрать. И ВР-ку можно убрать. Отлично. 2 Дума. Пока что все хорошо. Но рефрешер с ВР-ки надо убрать. Как по мне, дичь этот рефрешер на ВР-ке. Но, как говорится, хозяин-барин. Так лучше ему видно. Да просто вот сейчас я хочу посмотреть даже, как она кастует свой станчик ТВР-ка. Так, чпуньк раз. Оп, чпуньк, ну так, не знаю, как по мне, таргетный стан Мирана дал бы больше. Хотя, может, я ошибаюсь. Гримтачи бери. Хорош. ТБ надо... А, не, подожди. Не, зачем тебе 2 ТБ? Тебе одного ТБ будет с головой, потому что второго не надо собирать. Второй ТБшка это руина. Правильно, хорош. Не спешит, кстати, полностью сроливаться. Верит еще в то, что ему сейчас в скором времени придет СВН 2 звезды. Верит. Надо только ТБшку брать, если что, с расширенного пула. Было бы замечательно. Чтобы он не приходил вообще. Стиль на антимага тоже такой прекрасный. Мне очень нравится этот стиль. Вот, Мирана тупо в вечном стане держит, если что, Лину. И все. Как-то так у нас делается на районе. Вечный стан и пошел... Охотников разобрал, понял, ставит демонов, окей. Вместо мартретки, да. Да не, можешь лучше, наверное, рефрешер дай в Дума. А можно вообще в Свен отдать, потому что Свен даст пару тычек и сразу... Ну, один раз, конечно, ладно. Чисто для монорегена можно было бы отдать именно Свену, потому что если бы Свен 2 раза закасил свою ульту, то ничего бы не было. Хотя он и так спокойно вроде успевает кастовать. Ай-яй-яй, демоны-то все заблочены. Ой-ё. Демоны-то все заблочены. Кстати, шарбезный это хороший предмет, потому что там есть маги. Это скилл, ребята, это скилл. Учитесь, учитесь. Вам показывают сейчас вот еще одно яичко. Вам показывают как бы, как надо на скиллухе находить вот такой вот ролл. Вот.
На скиллухе вам показывают. Смотрите, на собственном живом примере. Если вы это повторить не можете, то вы просто недостаточно скилловый, запомните. Запомните мои слова. Если вы не можете такое повторить, то вы просто недостаточно скилловый персонаж. Вот и все. Не надо придумывать отмазки, что у вас что-то не получается и так далее. Вот просто, смотрите, на реке за 2 раунда вы находите себе Свена, потом находите себе яичко одно, яичко второе, и все. И просто в 2 звезды собрали себе Свена. Отлично. Еще антимага сверху в 2 звезды. Так, спокойно, чисто на одном дыхании. Я бы на самом деле Шарбезный лучше бы отдал именно антимагу. В антимага я как-то больше верю, а лучше на самом деле в Свена, потому что Свен у него довольно-таки сейчас гигантский, и этот Свен просто сейчас будет столы аннигилировать. Устроит им анигири. А кому? О, в Свена отдал ману плюс 50. Ну, отлично, отлично. Харли Квин на винге. Классные внешки в нем. Мне нравится. Мне очень нравятся его внешки. Свенчик очень красивая. Но антимаг это вообще бомба. 2 чернокнижников поставил, чтобы у него был какой-никакой отхил. Там есть жрецы, но так как у него Свена 2 звезды... А, ну там в принципе... Не, ну подожди, нет. Свена 2 звезды никто не может взять под контроль. Но все равно надо будет опасаться, если что. Этого жреца, и против этого жреца надо бы в идеале будет поставить себе хотя бы 1 медальончик. Лучше 2, конечно. 1 есть, но лучше 2. Так, 9 винстрик у молодого. Заберет? Я думаю, заберет. Ха! Ха! Даже не вспотел. Даже не вспотел. Забрал так, что не вспотел. А, ну у него хаотичный договор, окей. Забрал бы у него винстрик, было бы круто. Но у того хаотичный договор. Надо бы уровень, наверное, брать. Пока есть возможность. Некр такой у него стильный. Я бы, наверное, на его месте попробовал бы уровень взять. Нежить поставить? А зачем? Нежить же даст тебе минус 20% хп от твоих же фигур. Ну, естественно, от тех, кто не нежить. Я в Лича, конечно, верю, когда у него есть шмотки. А так я в него не верю. Кстати, ребят, кто не видел каточку с моим Личом, то сегодня в 12 часов она вышла. Поэтому обязательно посмотрите того Лича. Король Лич вернулся и разрывает всех и вся. Не, ну это жестко. Это реально жестко найти за пару раундов себе Свена в 2 звезды. Крутяк. Это чисто Марк такой, хайлайты заливает. Чисто смотрите, смотрите, как легко все. Честно, я тоже вот сколько раз хотел записать Свенчик, чисто только, знаете, чтобы идеально у меня все было. Чтобы мне пришел Свенчик там на 8 уровне в 2 звезды, пока я брал уровень на 9. Чтобы мне были все нужные шмотки. Вот хотелось бы мне такого Свенчика записать. Но что-то как-то не очень записывалось. Не очень записывалось. Кстати, там чел тоже на демонах играет. Тоже Свена нашел себе. Но там чел не такой скилловый, не смог найти на 9 уровне еще Свена 2 звезды. Но у него все впереди, у него хпшка там позволяет, если что. Что он будет ролить, интересно? Какой предмет? Предмет 5 тира или 4 тира? По идее, магов он может не бояться, хотя на самом деле можно было бы найти какой-то БКБ. Ну чисто на подстраховку. У него просто шарбезный есть. Поэтому как бы опасаться магов, я думаю, не стоит. Уровень будет брать? Берет уровень, окей. Вертолетик есть. Кстати, 30 раунд, посмотрите, сколько людей живет. Нормас. Будет прикольно, если он закерит в моменте просто вертолета и будет играть через вертолет, а не через Свена. Интересно. Интересно, насколько это будет жестко.
Если вертолеты, наверное, собрать в 2 звезды с хорошими предметами под демонами, я думаю, это будет реально жестко. Будет так нормально наваливать. Еще, кстати, плащ-пальто ему пришел. О, рейд ночных зверей. Сюда. Еще один Свен пришел. Да, давай еще Свена в 3 звезды собери. Ну давай, найди еще Свена в 3 звезды, чтобы у меня просто челюсть отвисла. О, кстати, мог бы выйти немного из инкама и взять себе, если что, 10 уровень. Но, наверное, это делать не будет. Или будет? Он просто сэкономил бы себе. Хотя, какая разница, ладно. Не, взял все-таки, окей. А зачем нежить-то поставил? Ну нежить же дает тебе минус 20% хп. Твоих же. Твоих же кровных хп. Минус 20%. Ладно, этого что-то понять не могу немного. Я надеюсь, он в комментариях напишет, почему он именно так сделал. Минус 20% хп. Ну, как бы критично. Да, но у него типа жесткий стол. Он типа будет ваншотать в любом случае. Минус 20% хп он может не ощутить. А враги его ощутят, потому что он и так их ваншотает. Он так дает им по минус 20 лещин. Ну все же. А ТБшку тоже убрать. ТБшку надо убрать. ТБшку надо убрать. Хорошо, отлично. СФа собирать он не будет, он играть теперь будет через Свена. Но на самом деле, имея такого Свена, то зачем тебе СФ получается? Естественно, незачем. Клевер. Все хрень. Ну, броню можно взять. О, броню взял. Так, есть вертик. Мехов берет. А, наверное, хочет еще баф мехов поставить там в моменте. Если доживет до 35-го раунда, то, в принципе, да, он может так сделать. Там есть фуловая кунг-фу плюс эльф, вот это вот опасно. Может ваншотнуть его. В моменте может просто взять и ваншотнуть. Свена держит, яйцо есть. Я, ну, типа, если он соберет себе Свена в 3 звезды, ну, у меня челюсть отвиснет. Спил призм. Здорово. Ты чё, прикалываешься? Да ну не, он не соберет себе Свена в 3 звезды. Ну, остались маги-драконы, поэтому он их изи порвет. Он в легчайшую порвет этих магов-драконов. У него слишком много магического дефа, а если найдет БКБ, то вообще плевать будет на всех. Вот сейчас на 35-м раунде он заюзает рейд ночных зверей, получит кучу предметов, тупо находит себе БКБ, и все, и рвет всех и вся. Вообще без шансов рвет. Он их и так будет рвать, но вот чтобы полная гарантия у него была того, что он их вынесет, ему надо будет от БКБ. Где, я думаю, и так он справится. Типа, шар бездны плюс плащ-пальто — это то, что доктор прописал. Там надо будет около того демона вынести, потому что он там что-то так раскочегарился. 6 винстрик имеет. Вообще какой-то больной. Интересно, что будет с тем демоном. Короче, маги откисают здесь, судя по всему. Маги тут вообще не живут. Их тупо рвут всех. А вот этого вот демона надо будет выносить. Там СФ 3 звезды. Но у него много дефа, поэтому СФ он может вообще не опасаться. На СФ можно положить болтяру такого. Огромного. Так, вот демон. Ну, Свен в единицу. Ну, это было близко, кстати. Очень близко. Цветка. Зачем ему цветка? Смотрите, что сейчас будет. Повезло ему, что Тинкер так пришел. Обычно, когда хочешь так сделать, то тебе не приходит то, что ты хочешь.
А вот теперь реально он может собрать себе Свена в 3 звезды. Причем в легкую. Вместо... Ну да, можно так. Ему надо... А рейд ночных... Не забудь за рейд ночных зверей. Не забудь за рейд ночных зверей. Бессмертие, бессмертие. А зачем Кираса? Там же демон, плевать на ту Кирасу. Рейд ночных зверей не проюзал, боже. А вот это обидно. Он провтыкал кучу предметов. БФчик, типа, прикольно, кстати. Мог бы, если скорости атаки не хватает, то взять второй предмет, который таргетный сайленс накладывает. Какая же обида. Ну, я не пойму, да, реально, ну, ладно, короче. Кираса окей. Кираса, кстати, может дать скорость атаки ему. Окей. Но больше ничего. У него сейчас хорошие предметы. Но я бы на его месте все-таки взял бессмертие. Бессмертие намного больше даст, как по мне. Еще один Свен ему упал. Обалдеть. Если он найдет себе сейчас еще одного, как бы, Свена, и найдет яйцо, он соберет его в 3 звезды, прикиньте. А зачем тебе мехи сейчас? Ты, ну, тут уже скоро раунды заканчиваются, ты можешь, в принципе, распродать их, как по мне. Ну, вот мага он тупо без шансов аннигилирует. Ну, нет шансов у мага, нет. Кстати, демон вылетел против мага. Тогда Кираса, в принципе, себя окупит сейчас. Просто даст тебе скорости атаки. Да зачем тебе этот лич, я не понимаю. Из-за гримтачи или что? Ну давай, давай, Свена в 3 звезды, давай. Распродай весь стол, собери себе Свена в 3 звезды, давай. Я жду. Медальон можешь скипнуть, кстати. Сложный выбор, но... А что не Мьёльнир взяла? Ну ладно, на самом деле он сделал гарантированно, нашел себе бессмертие, хотя мог найти такую помойку, например, Хекс. И все, и сидел бы, зубы точил бы об свои ногти и все. Как я говорю обычно, сидел бы ногти грыз. Но лучше бы, наверное, он БКБ все-таки нашел. Точнее, ну да, 4-го тира БКБ нашел, было бы замечательно. Не, надо ролиться. Давай, Свена, 3 звезды. Либо яйцо, либо Свена. Обалдеть, Свен 3 звезд. Свен 3 звезд. Вот это лак. Вот это я понимаю. Вот это вот я понимаю. Но эта игра чисто его. Раз ему так Свен шел, чисто за пару раундов он его собрал в 2 звезды, это прям... Это must have. Это просто must have. Ну, что еще можно сказать на этот счет? Да ничего. Все. Это разрыв. Как бы маг там ни старался, даже 12 уровень, никакие шмотки ему не помогут. Ему только может помочь. Хотя, на самом-то деле. Хотя нет, Свен в 3 звезды слишком сильный. Даже если он собрал бы себе там лича, допустим, с Аганимом, с Пелпризмом и посохом 3-го тира, это ему бы вообще не помогло. Это жестко, это очень жестко. Свен 3 звезд. Сюда. Ну, это очень красиво, типа. Очень. Маг какой-то овер слабый, если честно. У мага там вообще что-то не предметов, ничего такого, типа... Какой-то странный маг. Посоха 3-го тира не было. Ну, короче, там маг слабый какой-то, серьезно. Хоть у него Свен в 3 звезды. Это первое. Второе. У него было куча предметов на деф, но там маг нереально слабый. Например, вот этот лич в 2 звезды, который был у этого мага, он мог его спокойно закерить через Аганим, рефрешер, посох 3-го тира, спелпризм и все, и порвал бы всех и вся.
Это было бы сильно, очень сильно. Ну да, там мог бы, скорее всего, прилететь Doom. Я думаю, он бы и прилетел. Но все же это было бы намного сильнее, чем то, что у него там есть по предметам. Там по предметам кот наплакал. Но в целом это круто. Тупо лайк за то, что это Свен в 3 звезды. Тупо лайк. Ну, мне добавить здесь нечего. Вообще нечего здесь добавить. Это крутая катка. Крутая катка со Свеном в 3 звезды. Я был бы, знаете как? Как вот этот чел, который в топ-3 отлетел. Мне бы Свен тупо не пришел бы, как ему на 9 уровне. За пару роллов найти себе Свена в 2 звезды. Вот это вот что называется истинным скиллом. Просто взять и так в легкую найти себе Свена в 2 звезды. Да. Ладно. Ну, маг реально слабый. Но знаете, такому Свену не грех проиграть, скажем так. Такому Свену не грех откиснуть. Чтобы получился вот такой вот Свен красивый. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте поставить свой лайк, потому что это все-таки Свен 3 звезд. И также подпишитесь на мой YouTube канал и Telegram канал. Telegram канал закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!